Hello everyone, my name is Daria. Would you mind if we talk about some phrases today? I think you saw the title of the video, and today we are going to talk about these phrases and how to reply them. There are two ways to use do you mind in English. And the first one, when you ask do you mind if, in Russian we translate ты не против, если. Ты не против, если. Or if you address to a group of people or to a person you don't know, you say вы не против, вы не против, ты не против, если, вы не против, если, if, если. And in Russian we also say ты не возражаешь, возражаешь, ты не возражаешь, если, ты не возражаешь, если, вы не возражаете, если, вы не возражаете, если. If you notice, there is no particle not in English version, but in Russian we say не против, не возражаете. Let's see some examples. Do you mind if I sit here? Ты не возражаешь, если я сяду здесь? Ты не возражаешь, если я сяду здесь? Or ты не против, если я сяду здесь? Ты не против, если я сяду здесь? And if you address to a group of people or to a person you don't know, вы не возражаете, если я сяду здесь? Вы не возражаете, если я сяду здесь? Вы не против, если я сяду здесь? Вы не против, если я сяду здесь? Do you mind if we take a break? Ты не возражаешь, если мы сделаем перерыв? Ты не против, если мы сделаем перерыв? What a pleasant surprise! Do you mind if I join you? Что за приятный сюрприз! Вы не возражаете, если я присоединюсь к вам? Вы не возражаете, если я присоединюсь к вам? Вы не против, если я присоединюсь к вам? Вы не против, если я присоединюсь к вам? Do you mind if my friend stays here this weekend? Ты не возражаешь, если мой друг останется у нас на выходные? Ты не возражаешь, если мой друг останется у нас на выходные? Ты не против, если мой друг останется у нас на выходные? Ты не против, если мой друг останется у нас на выходные? Do you mind if I come with you? Ты не возражаешь, если я пойду с тобой? Ты не возражаешь, если я пойду с тобой? Ты не против, если я пойду с тобой? Ты не против, если я пойду с тобой? If you want to ask a private question, you may start your phrase with Do you mind if I ask? Ты не возражаешь, если я спрошу? You ask for permission for your next question. Do you mind if I ask what happened between you two? Ты не возражаешь, если я спрошу, что произошло между вами? Ты не возражаешь, если я спрошу, что произошло между вами? Ты не против, если я спрошу, что произошло между вами? Ты не против, если я спрошу, что произошло между вами? And the second way of using this phrase when you add gerund after mind. When you want someone doing something and you want to ask to do this, you use this phrase. Do you mind? It's better to translate it as не могла бы ты if you address to a woman.
Не могла бы ты. Не могла бы ты. Не могла бы ты. If you address to a man. Не мог бы ты. Не мог бы ты. Не мог бы ты. Не мог бы ты. And when you address to a group of people or to a person you don't know, you say «Не могли бы вы». Не могли бы вы. Не могли бы вы. For example, do you mind speaking lower? You address to people you don't know, so you say «Вы не могли бы говорить потише». Вы не могли бы говорить потише. Вы не могли бы говорить потише. Вы не могли бы. Вы не могли бы говорить потише. If you address to your friend or to your relative, for example, ты не мог бы говорить потише. If you address to a man. Ты не мог бы говорить потише. Ты не мог бы. Ты не мог бы. Ты не могла бы. Ты не могла бы. Вы не могли бы. Вы не могли бы. Вы не могли бы. Do you mind washing the dishes? Ты не могла бы помыть посуду. Ты не могла бы помыть посуду. It's so hot here. Do you mind opening the window? Здесь так жарко. Не могла бы ты открыть окно? Не могла бы ты открыть окно? Do you mind giving me a hand here, please? Give a hand is an idiom. In Russian we translate it as to give a hand – помочь. Помочь. Не мог бы ты мне помочь? Пожалуйста. Не мог бы ты. Не мог бы ты помочь мне, пожалуйста. Не мог бы ты помочь мне, пожалуйста. And you may ask how we reply this phrase. It's quite easy. If you don't mind, you say I don't mind. Я не против. Я не возражаю. Я не возражаю. If someone asks you, вы не возражаете, если... You say, я не возражаю. Вы не против, если... Я не против. I don't mind at all. Совсем не возражаю. Совсем не против. Yes, sure. Да, конечно. Да, конечно. If you mind, you say, я возражаю. Я против. Вообще, я против. Вообще, я возражаю. It's kind of rude and people usually don't reply using these phrases. In a polite version, you say a longer phrase. For example, at the restaurant, someone asks you, do you mind if I take this chair? Вы не возражаете, если я возьму этот стул? And you say, yes, sure, you can take it. Да, конечно, берите. But if you're waiting someone, you can't let this man take this chair. And you say, sorry, I will need this chair. Извините, но мне нужен будет этот стул. Or I'm waiting someone. Извините, я кое-кого жду. Or my friend is coming. Мой друг скоро придет. Извините. The easiest way is to say извините, sorry, извините. All you need to know is do you mind if ты не возражаешь, если вы не возражаете, если ты не против, если вы не против, если не могла бы ты, не мог бы ты, не могли бы вы. That's it. Thank you guys for watching. Do you mind subscribing me?